Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У меня сегодня очень простой, но тем не менее шикарный торт. Я его называю наслаждение. В миску вбиваю 6 яиц, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать с помощью миксера. Взбиваю примерно полминутки, сахара 180 граммов и одновременно взбиваю. Также добавлю немножко ванильного сахара для вкуса. Поднимаю венчики, делаю узор. Если узор растекается не слишком быстро, яйца взбиты идеально. На это мне понадобилось 10 минут. Взбитые яйца добавляю частями просеянную муку. Здесь у меня 140 граммов. Одну часть. Аккуратно все перемешиваю. Я это делаю венчиком. Можно сделать это с помощью лопатки. Движения должны быть уверенными, но тем не менее осторожными. Вторую часть муки. И также добавляю 40 граммов кокосовой стружки. Торта у меня наслаждение. Снова все аккуратненько перемешиваю. Масса очень нежная, воздушная. У меня форма 28 сантиметров. Если нужен бисквит меньшего количества, тогда уменьшаем ингредиенты. Выкладываем тесто. Вы посмотрите, какое оно красивое. Оно нежное, воздушное. Чтобы корж получился ровным и красивым, деревянной шпажкой делаю вот такие вот круговые движения. Ставлю в хорошо разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Духовку во время выпекания бисквита не открываю. Бисквит провел в духовке 40 минут. Посмотрите, какой он ровный, красивый. Готовность обязательно проверяю деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Или даже вот так, при нажатии, послушай. Слышишь, какой звук? Как по снегу идешь. Да, бисквит получился идеальным. Через 10 минут вынимаю из формы. Смотрим, какой красавчик. Та-да-да-да-та-да! Высота примерно 15 сантиметров. Это при том, что форма у меня 28 диаметр. Довольно-таки, ребята, большая. Этот рецепт еще ни разу меня не подвел. Ставьте лайки, пробуйте и комментируйте. Крем у меня будет самый простой и очень вкусный. К сметане добавляю немного ванильного сахара. Все ингредиенты должны быть очень холодные. И начинаю добавлять сгущенное молоко и одновременно взбивать это все дело миксером. Главное, чтобы на венчики не попадало. О, готово. В крем добавляю 50 граммов кокосовой стружки, перемешиваю и оставляю в холодном месте минут на 30. Собираем торт. Бисквит я хочу разрезать на 3 коржа. Как это буду делать? Да, просто беру нож и режу. Поднимаю. Оп. На дно тарелки немного крема. Корж. Я буду собирать торт с помощью кольца. Крем визуально делю на 3 части. Снова крем. Он хорошо пропитает. Также, ребят, хочу добавить немножко ягодного пюре. Делаю вот такой вот произвольный рисунок. Незамысловатый. А зачем париться? Сверху выкладываю еще корж. Теперь вы понимаете, да, почему я не пропитывала ничем коржи. Снова ягодное пюре. Побольше его. Не надо, Сережка. Как я его делала, я вам ссылочку оставлю в описании. Попробуйте, очень интересно и вкусно получается. И снова корж. Сверху крем. Немного оставлю потом смазать бока торта. Все, друзья, ставим в холодное место и часиков 8-10 забываем о нем. Торт я достала из формы и сейчас его буду украшать. Смазываю бока кремом. Кокосовая стружка. Украшаю. Снегом намазалась. Так зима же, Сережка. Снег на улице лежит. Уверенным движением руки украшаем торт. Кулинария – это творчество. Да. Нужно получать от этого удовольствие, смело экспериментировать, пробовать новые вкусы. Даем торту настояться и будем пробовать. Та-да-да-да-та-да! Достаю кусочек и показываю, что получилось. Красота? Вау. Ребят, на мой взгляд, получилось очень красиво. Я снимаю пробу. Какой он нежный, воздушный. Класс. Торт получился в меру сладкий, сочный. Коржи, друзья, не раскисли. Здесь хорошо видно. Хотя казалось на первый взгляд крем жидковат, но нет, все идеально.
Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь впечатлениями, а мы пить чай.